Всем привет! В этом ролике покажу 3 простые и необыкновенно вкусные идеи ужина в аэрогриле. Хрустящие наггеты в панировке из кукурузных хлопьев, рулет из индейки с моцареллой и куриные бедра в беконе. Первый рецепт. Приготовим наггеты в хрустящей панировке из кукурузных хлопьев. Для рецепта нам понадобится мини куриное филе, у меня 2 упаковки, примерно 800 грамм, 160 грамм кукурузных хлопьев без сахара, 20 грамм твердого сыра, 2 яйца, соус барбекю или кетчуп, соль и специи. Для начала сделаем простые сухари из кукурузных хлопьев. И в этот раз я перемалываю целую упаковку хлопьев в блендере. Сохраню их в контейнере для следующего раза. Моей семье очень понравились такие наггеты, и я буду готовить их еще неоднократно. На моем канале это слово очень многих триггерит, наггеты, и я говорю именно так, я живу в Латвии, и грамматически, если вы переведете это слово с английского языка, то именно наггеты будет правильно во множественном числе. Но вы можете называть как хотите, я же называю так. Для меня оказалось открытием, что сыр очень просто можно измельчить в блендере. Это сделать совсем легко. Берем необходимое количество. Для рецепта нам понадобится 20 грамм. Я беру сыра больше. Буду хранить его в закрытом контейнере в холодильнике. Такой сыр идеально подойдет для пасты или, например, для цезаря. Измельчаем в блендере. Измельчаю довольно долго. И вот такой сыр у нас получается, как если бы вы купили его в магазине. Но такой сыр гораздо дешевле, потому что покупаем кусок и измельчаем сами. Теперь приготовим панировку для наггетов. В отдельной емкости смешаем 160 грамм измельченных кукурузных хлопьев, добавляем твердый сыр и специи, ложку соли, пол чайной ложки сушеного чеснока и сушеного лука, пол чайной ложки копченой паприки. Добавляем немного перца. Все хорошо перемешиваем. Наша панировка готова. Куриное филе я люблю использовать маленькое. Если у вас такого не оказалось, можно просто обычное филе разрезать на такие стрипсы. Для данного количества куриного филе у меня примерно 800 грамм. Я добавляю 3 яйца, но этого количества оказалось много. 2 яйца абсолютно будет достаточно. В яйца добавляем соус барбекю, примерно 1 столовую ложку. Можно заменить на кетчуп. Хорошо перемешиваем. Такое количество наггетов я буду готовить в 2 захода. Сначала курицу обмакнули в яичной смеси, потом в сухарях. Можно эти шаги повторить. После того, как вы обмакнули курицу в яйцо, потом в сухари, можно опять обмакнуть ее в яйце и потом в сухарях. Получится очень плотный слой корочки. Я же так не делаю. Данное количество, которое я назвала в этом видео, как раз хватит на 800 грамм курицы. Буду готовить порционно в 2 захода. Сбрызгиваю оливковым маслом или любым другим маслом аэрогриль. Не советую сразу всю курицу обваливать в панировке, чтобы панировка не обмокла и не заветрилась. Сбрызгиваю сверху немного маслом спрея и ставлю в аэрогриль. Всегда наггеты готовлю при одной температуре 180 градусов, примерно 11-13 минут. Первый заход я готовлю на 13 минут, когда аэрогриль еще не разогрет. Второй заход делаю на 11 минут. Как по мне, это идеально прожаренные наггеты. Они хрустящие и приготовленные, мягкие внутри. В середине времени я переворачиваю наггеты на вторую сторону, чтобы образовалась хрустящая корочка со всех сторон. Масло можно не использовать, тогда корочка будет очень хрустящая. Наггеты получаются очень вкусные. Корочка у нас не из обычных панировочных сухарей, а из кукурузных хлопьев, поэтому эти наггеты могут есть люди, у которых аллергия на глютен. Всем приятного аппетита! Обязательно попробуйте приготовить такое блюдо. Второй рецепт. Приготовим рулет из индейки. Можно использовать куриный фарш. Это такой необычный способ приготовить котлеты по-другому. Для рецепта мне понадобится 1 упаковка фарша, у меня 400 грамм,
панировочные сухари, твердый сыр. Кстати, в данном рецепте кукурузные сухари тоже подошли бы. Также использую кетчуп и стандартный набор специй. Я люблю использовать соль, перец, сушеный чеснок, сушеный лук, копченую паприку. Подробный рецепт смотрите в описании под видео. Для рулета нам необходимо смешать в емкости фарш со специями. Хорошо все перемешиваем. Беру одну упаковку моцареллы, 125 грамм, и нарезаю на ломтики. Можно нарезать моцареллу в произвольном порядке. Также можно использовать любой другой сыр, который вы любите, который у вас есть. Беру пергаментную бумагу, выкладываю на нее фарш. Можно закрыть другой пергаментной бумагой и разровнять скалкой. Нам нужно сделать очень тонкий слой мяса. Я же это делаю руками. Для удобства руки можно немножко смочить. Сверху на разровненный фарш добавляем, в моем случае, кетчуп, но я думаю, что здесь любой ваш любимый соус подойдет. Можно также добавить соус барбекю или же сметану с томатной пастой. Я добавляю совсем чуть-чуть кетчупа и распределяю его при помощи кисточки на всю площадь мяса. Выкладываю моцареллу в один ряд и заворачиваю рулет. Очень удобно, что это все происходит на пергаментной бумаге. Таким образом, рулет скрутить очень просто. Закрываю края с двух сторон, чтобы сыр не вытек. Разрезаю рулет пополам. Открытый край также закрываю. Сверху немного присыпаю панировочными сухарями и твердым сыром с двух сторон. Немного прижимаю, чтобы сухари и сыр прилипли к нашему рулету. Можно сбрызнуть аэрогриль маслом и класть рулет прямо туда. Я же кладу на пергаментную бумагу, мне кажется, так гораздо удобней. Сбрызгиваю вверх немного маслом. Ставим рулет в аэрогриль на 170 градусов, примерно 20-25 минут. В середине времени рулет нужно перевернуть. Вот такой вкусный, сочный рулет у нас получился. Всем приятного аппетита! Обязательно попробуйте этот рецепт, если вы уже устали от стандартных котлет. На моем канале очень много рецептов различных котлет вы можете найти. И последний рецепт, я бы сказала, очень сытный, очень жирный, подходит для тех, кто на кето-диете. Здесь для легкого варианта лучше использовать куриное филе, а не бедро. Бедро более сочное, более жирное, но используем то, что есть в холодильнике. У меня было именно куриное бедро. Мясо я промываю, обсушиваю, обрезаю какие-то лишние пленочки и косточки, если они имеются. Беру обычный сыр, у меня сыр гауда, еще я покупаю голландский или тилзит. Используйте любой сыр, который у вас есть в холодильнике. Разрезаем его на небольшие кубики или брусочки, так, чтобы они поместились внутри каждого рулета. Выкладываю на большую разделочную доску все бедрышки, немного присаливаю, перчу. И сверху добавляю немного соуса барбекю. Если вы на моем канале давно, вы знаете, что я люблю использовать этот соус в разных мясных рецептах. Здесь опять же можно добавить любой соус, можно его не добавлять. Хорошо промазываю соус при помощи кисточки. Добавляю кусочки сыра в каждое куриное бедро. Закручиваем рулетик.
И последний штрих, добавляем бекон. У меня 2 упаковки куриного бедра, это примерно 800-900 грамм. И на такое количество мне понадобилось примерно 280 грамм бекона. У меня копченый бекон, вы можете использовать любой, который у вас есть. Данное блюдо получается очень жирное, очень плотное, понравится наверняка мужчинам. Если не хотите готовить такое жирное блюдо, можете заменить куриное бедро на куриное филе, будет не менее вкусно. Поскольку бекон жирный, я ничем не смазываю аэрогриль. Выкладываю бедра прямо в корзину. У меня получилось примерно 6 бедер в один заход. Ставлю в аэрогриль на 180 градусов примерно 20 минут. В середине времени рулетики переворачиваем на другую сторону. Рулетики получаются очень вкусные, сытные, правда совсем не диетические. Такой рецепт идеально подходит на обед. Мы же его кушали на ужин, подавала с листьями салата и овощами. Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр, за ваши комментарии, лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите, какая идея рецепта вам понравилась больше всего, что вы хотите приготовить. Мне будет очень интересно почитать. А мы с вами увидимся скоро в новом видео. Пока-пока!